Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Армении и Азербайджане. Сегодня Рубен Варданян сделал очень много громких заявлений. Вот одно из них, которое опубликовало новости Армении. Желающие завоевать нашу родину приходили и уходили, а мы жили и будем жить на этой святой земле тысячелетиями, заявил Варданян. В общем, Варданян говорит, что вот эта земля Карабаха, это земля армян, здесь армяне жили 1000 лет, и я тоже буду здесь жить 1000 лет. Вот такое заявление он сделал. Так, вот видите, тут было это сейчас празднование, как сказать, уже Рождество Христово, и там Варданян сделал такое заявление. Желающие завоевать нашу родину, он считает Карабах его родиной, приходили, уходили, а мы тысячелетиями жили и будем дальше жить на этой святой земле. Он считает, это святая земля, его там родственники, его предки там, кто-то жил раньше, и он тоже там будет жить вечно. Об этом на своей странице Facebook написал госминистр Карабаха, руководитель оперативного штаба Рубен Варданян. В этом году мы празднуем Рождество Христово и крещение в Карабахе в крайне необычных условиях. Но наш народ невозможно сломить какими-либо трудностями. Никакая блокада, никакое давление, никакая угроза не в состоянии сломить дух, волю карабахских армян, их решимость жить на родной земле. Любой сложный период проходящий, а наши ценности, наше наследие, наша вера вечны, написал Варданян. Вот такое громкое заявление. Так, и вот теперь еще Бегларян такой есть. Да, Артак Бегларян сделал, что сейчас очень тяжелая ситуация в Карабахе. Жители Карабаха лишены даже свечей в канун Рождества, заявил Бегларян. Вот там в церкви женщины пришли молиться, а свечей нету, видите. И продукты кончились, уже осталось только спиртное, сладости и макароны, все. И свечей тоже не осталось. Так, Ереван, новости сегодня. 120 тысяч жителей Карабаха встречают Рождество в условиях тотальной блокады. В канун Рождества невозможно найти в магазинах даже свечу. Представляете, даже вообще свечу одну найти нельзя, чтобы принести свет из церкви домой, заявил госминистр Карабаха Артак Бегларян, опубликовав видеослужбы в Ханкинди. Так, вот такие новости. Ну еще тут несколько армян высказались о ситуации, как сказать, что сейчас происходит в Ханкинди, в общем, на территории Азербайджана, но они считают, что это как бы армяне живут, это считается, что ихняя, они считают, территория, и один из них говорил, что мы заблокированы, типа. Сурен Саркисян заявляет, Карабах в блокаде, что ничем не отличается от гитлеровской блокады Ленинграда. Они сравнивают, что раньше была блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны, а теперь Карабах тоже в блокаде, и надо срочно спасать карабахских армян. Так, политолог, международник Сурен Саркисян заявил. В общем, я вам принцип сейчас, самое главное, что большая статья, что он заявил. Действующий миропорядок сейчас, когда мы живем, превратился в мировой беспорядок. Причиной этого является де-факто сформировавшийся многополярный мир, который уже привел к фактическому распределению мирового капитала. Действия глобальных акторов в Украине, а до этого в Афганистане, Сирии и других стран означает по сути Третью мировую войну. Но это присущая современному миру мировая война нового типа, с такими ее новейшими проявлениями, как прокси-войны, гибридные войны. Да, сейчас считают, в Украине идет гибридная война. Экономические санкции, кибервойны, технологические, экономические войны. В общем, он заявляет, что сейчас идет практически уже Третья мировая война. И вот Азербайджан как бы воспользовался ситуацией, что сейчас уже новый мировой порядок скоро будет. Ну, все к этому идет, что сейчас, да, новый мировой порядок уже скоро будет. К 30-му году хотят глобалисты сделать. И вот он что говорит, что сегодня Карабах в блокаде.
эта блокада ничем не отличается от гитлеровской блокады Ленинграда. Однако эта проблема не представляет интереса для международного общества. Хотя чего я так далеко хожу? Местной общественности тоже не особенно это интересно. Типа всем похер, что там карабахские армяне заблокированы, и добро пожаловать в 23 год. Вот такое заявление сделал Сурен Саркисян. Так, и вот еще Пашинян сейчас тоже в панике. Там, видите, они с Рубеном Варданяном решают, как разрулить эту ситуацию. Понимаете, и Пашинян напуган тоже. Там как бы армяне тоже эти, карабахские, надо как-то их выручать, что-то предпринимать. И вот он что тут заявил. Необходимо направить в Карабах международную миссию по сбору фактов. Ну, факты, что там происходит, да, заявил Пашинян, потому что там скоро будет голод, может быть, да, начнут умирать, так комиссию хочет срочно отправить. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости направления в Карабах и Лачинский коридор международной миссии по сбору фактов на фоне блокирования Азербайджана Лачинского коридора. На заседании правительства он отметил, что необходимо приложить усилия в этом направлении. Пашинян также заявил о приверженности Армении в трехстороннем заявлении. В общем, тут все. Скоро уже месяц будет блокировки, уже весь мир знает. И тут в Армении уже не знают, как это все разрулить. В общем, полный кризис в этой ситуации. Так, ну вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.